Здравствуйте, дорогие зрители, добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем готовить торт Наполеон. В этом видео поделюсь рецептом быстрого приготовления слоеного теста. Вы узнаете, как из минимального набора продуктов и простых манипуляций получаются слоистые, хрустящие и рассыпчатые коржи для торта Наполеон. Быстрое слоеное тесто и заварной крем-дипломат – это сказочное сочетание, в которое влюбляешься раз и навсегда. Приготовим быстрое слоеное тесто для коржей. Все продукты должны быть очень холодными, непосредственно из холодильника. Первым делом готовим жидкие ингредиенты. Соединяем яйца с солью и перемешиваем до однородности. Добавляем 180 граммов молока и 100 граммов сметаны. Перемешиваем до однородности и убираем в холодильник, пока будем заниматься приготовлением теста. В большую удобную емкость просеем 750 граммов муки. Если вы уверены, что в муке нет слежавшихся комочков и она абсолютно чистая, то для этого рецепта ее просеивать не строго обязательно. Сливочное масло или маргарин нужно предварительно порезать на небольшие кубики. Масло должно быть холодным, но не замороженным. Добавляем сразу все сливочное масло в просеянную муку. Перетираем муку и масло в неоднородную масляно-мучную крошку. Стараюсь сделать это быстро, нельзя давать маслу сильно нагреваться. Можно сделать это при помощи терки, но тогда масло должно быть замороженным. Можно воспользоваться миксером с насадкой для теста или сделать это в чаше блендера с насадкой нож. Делаем углубление и выливаем сюда жидкую составляющую, которую мы убирали в холодильник. Постепенно подмешиваем к жидкой части масляно-мучную крошку, чтобы влага впиталась в муку. Перекладываем тесто на стол и ладонями быстро собираем крупную крошку в один комок. Работаем быстро и четко, не давая маслу перегреваться от тепла рук. Долго не вымешиваем, не стараемся добиться гладкости и однородности, тут они не просто не нужны, а даже противопоказаны. Если перемесить такое слоеное тесто, изделия из него не получатся слоистыми. Как только тесто собралось в ком, формуем из него прямоугольник или колбаску и разделяем на 12 одинаковых частей. Количество кусочков теста зависит от желаемого диаметра будущего торта Наполеон. Для удобства дальнейшего раскатывания каждый кусочек слегка приминаем и в таком виде складываем на тарелку. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холод минимум на 1,5 часа. Пока тесто охлаждается, готовим крем-дипломат. Другое название этого крема – пломбир. Он действительно по вкусу очень напоминает растаявшее мороженое. Торт Наполеон с этим кремом получается мягким, тающим во рту и очень-очень вкусным. 600 граммов молока доводим почти до кипения, до температуры 90 градусов. В удобную емкость разбиваем 3 яйца и перемешиваем вилкой белок и желток. Соединяем 300 граммов сахара и 80 граммов кукурузного крахмала. Перемешиваем венчиком. Теперь добавляем сюда яйца и растираем до получения однородной массы. Молоко снимаем с плиты и вливаем в подготовленную смесь тонкой струйкой половину молока, непрерывно перемешивая. Эту смесь переливаем обратно в кастрюлю к оставшемуся молоку и возвращаем на плиту. Завариваем смесь до густоты при постоянном помешивании. Подробный рецепт крема Дипломат со всеми тонкостями и нюансами уже есть на канале. Ссылка будет в подсказках и в описании к видео. Переливаем заварную основу в другую емкость, добавляем 100 граммов сливочного масла и перемешиваем венчиком до получения однородного заварного крема. Накрываем его пищевой пленкой в контакт, охлаждаем до комнатной температуры, а затем убираем в холодильник на 2-3 часа. Тесто охладилось, начинаем раскатывать и печь коржи. Духовку нужно разогреть до 220 градусов. Достаем из холодильника по одному кусочку теста и раскатываем с помощью скалки в тонкий пласт, толщиной не более 2-3 мм. Раскатывать заготовки удобно прямо на тефлоновом коврике и на нем же выпекать. Также можно воспользоваться отрезами пергаментной бумаги или силиконовыми ковриками. Очень удобно раскатывать тесто в тонкий пласт при помощи скалки с ограничителями толщины раскатки. Обрезаем пласт, чтобы получился ровный круг. Я это сделала кольцом от разъемной формы диаметром 24 см. Как вариант, можно обрезать тесто при помощи крышки от кастрюли или сковороды, а также при помощи обычной тарелки и ножа. Обязательно накалываем вилкой тесто для коржа, чтобы в процессе выпечки оно не сильно вздулось. Перекладываем коврик вместе с раскатанным тестом на противень, который для удобства можно перевернуть вверх дном. Обрезки оставляем на этом же коврике и выпекаем вместе с основным коржом. Отправляем в предварительно разогретую до 220 градусов духовку и выпекаем коржи в течение нескольких минут до золотистого цвета.
В моей духовке на это уходит 6 минут. Главное, чтобы заготовка была полностью пропеченной, слоистой, хрустящей и рассыпчатой. Важно помнить, что слоеное тесто не терпит низких температур при выпечке. Иначе масло в составе попросту вытечет, не успев сделать изделие именно слоеным. Достаем готовый корж из духовки и перекладываем на любую ровную поверхность. Нужно обязательно учитывать, что в процессе выпечки слоеные лепешки сжимаются на 2-3 см. И в результате получается диаметром 21-22 см. Обрезки теста собираем в отдельную емкость. Точно таким образом готовим все коржи. Очень удобно это делать одновременно. Пока печется один корж, второй раскатываем. В итоге у меня получилась стопка из 12 коржей и много румяных обрезков для украшения торта. Такие коржи для торта можно испечь заранее, полностью их остудить, после чего герметично обмотать пищевой пленкой и хранить в сухом месте в течение 2-3 дней. Пока полностью остывают слоеные коржи, закончим приготовление крема «Дипломат». Заварной крем с маслом уже достаточно охладился. Теперь холодные жирные сливки, которые предназначены для взбивания, выливаем в чашу, добавляем ванилин или ванильный сахар и взбиваем до крепких пиков. Начиная с малых оборотов, постепенно их увеличивая. У меня сливки жирностью 35%. Охлажденный заварной крем перемешиваем на минимальных оборотах миксера приблизительно полминуты. Просто чтобы он немного смягчился. В 3 приема добавляем взбитые сливки и аккуратно перемешиваем лопаткой в одном направлении до полной однородности. Крем готов, остается собрать тортик. Поочередно намазываем все коржи кремом. Для удобного нанесения крема на коржи лучше их переворачивать нижней стороной вверх, она более ровная. Чтобы крема точно хватило, можно разложить все коржи на рабочей поверхности и распределить крем так, чтобы везде было поровну. А затем аккуратно собрать торт, укладывая коржи друг на друга. Обмазываем верх и бока тортика оставшимся кремом и убираем в холодильник, пока будем готовить крошку для обсыпки. Это можно сделать просто руками или при помощи скалки. Достаем торт из холодильника и обсыпаем крошкой сначала бока, а затем верх. На этом можно остановиться и больше никак не украшать. Но при желании можно придать этому тортику еще больше очарования. Я украсила кремом и коктейльной вишней. Сразу разрезать и подавать торт Наполеон не стоит, ему нужно дать время пропитаться. Особенно если вы любите мягкий Наполеон. Если вы любите хрустящий Наполеон, тогда можно подавать сразу. Кстати, для любителей хрустящего Наполеона можно сделать крем из сливочного масла и сгущенки. На данное количество продуктов вам понадобится 400 граммов сливочного масла и 2 стандартных банки сгущенки. С таким кремом торт будет хрустящим даже через 2 дня. Готовый домашний торт Наполеон получается внушительным как по размерам, так и по весу. Такого тортика однозначно хватит на большую и дружную компанию. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте, обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а у меня на сегодня все, всем спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео.